Здравствуйте, друзья! Сегодня выбрался на прогулку по заброшенной воинской части, базе военно-морского флота. Вы уже видели несколько видео на канале о ней. А сейчас я хочу показать, оно такое спонтанное видео, конечно, получилось, показать поиск радиоактивных мест при помощи двух дозиметров. Сегодня с нами Atom Swift 5530 и наш старый дозиметр Radex 1008. Вот, как же при помощи этих двух дозиметров искать радиоактивные места? Оба дозиметра у нас сейчас находятся в режиме поиск. Вот у нас Radex. И рядышком у нас будет идти Atom Swift. Смотрите, тоже в режиме поиска, естественно, это поисковый прибор. И показывает у нас 5 сотых сейчас микрозиверта в час. Но смотрите, начала доза расти, мощность дозы. Так, замедляемся. Также выросла мощность дозы и на Радексе 10 сотых микрозиверта в час. А мощность дозы на приборе Atom Swift составляет всего 0,5-0,6 сотых микрозиверта в час. Что практически почти в 2 раза меньше. А вот пошла на 0,7. Я немножко двигаюсь. То есть налицо разница в показаниях дозиметров. Я дома уже пробовал сравнивать эти показания, и получалось, что разница между Atom Swift и Radex была где-то с коэффициентом 1,4, 1,6. Вот, с таким коэффициентом. А здесь же у нас получается значительно больше, то есть почти в 2 раза. И это говорит уже о том, что есть разница в энергиях, преобладают более высокие энергии излучения и низкие, хотя тоже поднимаются, но не настолько сильно. То есть какой-то здесь присутствует изотоп загрязнения относительно общего фона, но оно высокоэнергетичное. Скорее всего, природные изотопы калия, урана и тория. Сейчас будем дальше смотреть, дальше наблюдать. Пройдемся по всей территории. Есть у меня тут несколько мест, которые я нашел только с Радексом. Посмотрим, как поведет там себя и Atom Swift, и как будут меняться показания. Откуда предположительно появились эти изотопы, я уже показывал в одном из своих видео. Сейчас дальше пройдемся и посмотрим еще, какие у нас будут данные. То есть ищем разницу показаний. Чем больше эта разница, тем больше у нас вероятность того, что идет какая-то аномалия. Вот мощность дозы на Atom Swift выросла до 7 сотых микрозиверта в час. При этом показания Радекса достигли 12 сотых микрозиверта в час. То есть разница между дозиметрами практически в 2 раза. Проваливаюсь немножко. Под ногами снег. И показания упали практически, вернее, разница в показаниях стала практически в 2-3 раза. Это говорит, что низкие энергии меньше пробиваются через снег, хуже пробиваются, и поэтому основную часть вносимого излучения здесь дают изотопы именно с высокими энергиями. Это мы все двигались по дороге, сейчас уйдем с нее и посмотрим,
какие будут показания вне дороги. Возможно, загрязнение идет только по дороге. Смотрите, обнулился стакан. Это говорит о том, что резко изменились показания. Вернее, резко изменился уровень радиационного фона. Или он пропал, или он, наоборот, резкий какой-то скачок произошел. Сейчас по новой дозиметр набирает обороты. Это тоже такой показатель довольно-таки интересный. Посмотрим, что же он покажет. Несомненно, Радекс значительно медленнее реагирует на изменения обстановки, поэтому ему надо достаточно много времени, чтобы, как бы сказать, набрать показания, идентифицироваться здесь. Так что Atom Swift здесь вообще просто летит молния. 0,07 микрозиверта в час. То есть 8 микрозиверта в час. Да, и здесь сохраняется вот эта пропорция в 2 раза. То есть разница у 9 сотых, даже больше. А вот здесь, смотрите, разница была даже в 3 раза. Вот 0,3 сотые, 0,4 прыгает микрозиверта в час. И устойчивые 0,9 сотых микрозиверта в час на Радексе. Больше высоких энергий. Но здесь такой интересный момент. Сейчас покажу. Здесь вот бугры. Явно земля собрана. Возможно, собрана как бы верхний слой счищен. Вот здесь, да? И вот здесь в этих буграх концентрируется. Ну и показания 10 сотых микрозиверта в час стали. То есть показания здесь растут тоже. На Радексе. Так, а что же у нас? Atom Swift показывает. Atom Swift в тех же пределах 3-4 сотые микрозиверта в час. Посмотрим график архива еще. График архива. Вот тут был скачок, смотрите. Ага. Был скачок, это я уже показывал. И вот здесь все более стабильно. С различными скачками. И вот здесь у нас, да, тоже большой скачок был до 47 тысячных микрозивертов в час. То есть почти 5 сотых микрозиверта в час. Колеблются, конечно, показания, но это понятно. Частицы, излучение, частицы, они летят не постоянно в одном направлении, а хаотично, поэтому каждую единицу времени на датчик попадает разное количество частиц, излучения, гамма-излучения. Отсюда и такие колебания. Это естественно. То есть пока картина рядом с дорогой такая же, как и на дороге. Разница в низкоэнергетичном и высокоэнергетичном гамма-излучении та же самая. Вот прозевал я опять обнуление стакана. Смотрите, сейчас 5 сотых микрозиверта в час. Было 0,1-0,2. Пока набиралось. Где-то вот здесь это дело произошло. Попробуем еще раз поймать, если получится. Но очень сложно, конечно, схватить по новой. То есть какие-то всплески происходят периодически в этой местности. Нет, по новой я не могу его поймать, этот всплеск.
Но его можно попробовать увидеть на графике Atom Swift. Смотрите, да, вот он действительно есть. Резкое падение. Вот оно. Он даже продолжает еще падать. То есть именно вот в этом месте резкое падение отмечается. До 29 тысячных микрозивертов в час. И снова резкий подъем. До 39. Очень мне нравится эта функция в Atom Swift, график архива. Всегда можно посмотреть, где, когда, что у тебя происходило. Как бы не следить постоянно за прибором, потому что это довольно-таки тоже бывает проблематично. А потом сесть спокойно в обстановке и проанализировать, что же вокруг тебя происходило. Потом я еще вам покажу одну интересную функцию. Гамма-съемка называется местности. Тоже очень прикольная функция для дальнейшего анализа и наглядности того, что происходит вокруг тебя. Кстати, для многих, наверное, будет открытием, что до Пермского края добрались чернобыльские осадки. Чернобыльские изотопы распространились даже до Пермского края. Зашел немного в лесок в сторону от дороги. И здесь показания поменялись. Смотрите, на радексе это 0,06 микрозивертов в час. 7 сотых. Он так прыгает. 6, 7, 6, 7. При этом, смотрите, график Atom Swift периодически падает, поднимается с небольшими такими площадочками наверху и снова падает. И смотрите, опять обнуление стакана на радексе. Странно. Весьма странная территория. Не везде так часто обнуляется радекс. Даже, смотрите, до 9 сотых догнал. То есть практически в 3 раза превышена разница. Странно, очень странно. Сейчас вот я, смотрите, стою на таком бугре. Вот. И опять же вот здесь происходят какие-то странности с показаниями. Показания Atom Swift у нас скачет здесь 0,403. Пики до 0,5 доходят. А показания радекса меняются от 8 сотых до 9 сотых микрозивертов в час. Скачут в этом интервале. Вот тут, смотрите, показания радекса поменялись на 10 сотых микрозивертов в час. Был скачок даже до 11 сотых микрозивертов в час. Я знаю, что там под нами. Это снег немножко ослабляет еще излучение. Немножко, видите, поменял геометрию, да? Развернулся и все. Уже по-другому пошли показания. А на Atom Swift у нас те же 4 сотые. Видим по графику, что у нас график доходил 5 сотых микрозивертов в час. Видно, что по графику показания доходили до 56 тысячных. Все, сейчас на 5 сотых микрозивертов в час. То есть те же, тоже превышение в 2 раза. Но почему здесь выше показания? Да потому что под нами здесь
крошка шлакоблока. Крошка шлакоблока. При этом показания радекса составляют 0,08 микрозивертов в час всего. 9,9 микрозивертов в час. Вроде как бы и обычная такая доза, но я знаю это место. Здесь немножко нам не дает показать всю полноту картины снег. Но мы видим, что Atom Swift доходил до 68 тысячных микрозивертов в час. Сейчас тоже сбросился до 400. 48 тысячных, если быть точнее. То есть был прорыв каких-то низкоэнергетичных, какого-то низкоэнергетичного гамма-излучения, скорее всего, от ДПР, изотопов, которые загрязняют данную местность. А может быть и от цезия. Кстати, почему я говорю о цезии? Потому что надо понимать вот как раз для того, почему различные приборы показывают, могут в одном месте показывать разное излучение, мощность дозы. Потому что все приборы калибруются по цезию 137 как основному загрязняющему изотопу. Вот. А уже чувствительность приборов в зависимости от датчиков, в зависимости от положения прибора на местности, высоты и так далее, чувствительности к разному типу мощности излучения, как вот у нас, допустим, Радекс, да, и Atom Swift. Вот это все влияет на показания прибора. Также установленная погрешность. То есть очень много различных факторов. Многие думают, что просто нам можно взять прибор и все, и пойти измерять. Не так-то это все, друзья, просто. А вот здесь у нас один из сохранившихся объектов военной базы. Сейчас зайдем туда, посмотрим, что же там у нас происходит. Вы его, конечно, уже видели. Вот. Активно посещается объект бомжами и прочими. Вот дозор здесь играли, видимо. Вот так он выглядит. Кирпичи, плиты перекрытия. Итак, что же показывает у нас Радекс? Радекс показывает 0,07 микрозиверта в час. Так, вот ходим. Откуда-то песочек здесь появился дико, вот у нас нюхается. Вроде раньше его не было. Нет, 0,07 микрозивертов в час. А вот Atom Swift нам показывает 55 тысячных, 0,05 микрозивертов в час, да. 0,5, давайте так будем говорить, чтобы не напрягать мозг. 0,05 микрозивертов в час. 0,06. То есть низких как раз здесь энергий, излучение низких энергий здесь больше. Смотрите. 7. При этом показания Радекса тоже поменялись на 0,09 микрозивертов в час. Но тем не менее, то есть здесь даже 11 микрозивертов в час. Но заметьте, сколько понадобилось
Радексу времени, чтобы идентифицировать вот это вот повышение, показать нам, и сколько Atom Swift. Да, то есть Atom Swift практически сразу начал показывать на графике повышение мощности дозы. Вы спросите, откуда же здесь такая повышенная относительно другого фона мощность дозы радиации? Все очень просто. Здесь для строительства использован шлакоблок. Сейчас я вам попробую показать, найти голые места и показать. Вот здесь вот видно. Использован шлакоблок, который имеет повышенную радиацию. Шлакоблок — это такой материал, он активно применялся для строительства в 50-х годах, по-моему. Может, больше точно мне неизвестно. Кому известны сроки, когда применялся для строительства активно шлакоблок, напишите, пожалуйста, в комментарии. Мне точно неизвестно. Я думаю, ну, судя по домам, это 50-е года, 50-е, 60-е года. Вот так. Он имеет повышенный радиоактивный фон. Вернее, не то, что имеет, может не иметь. Видимо, в зависимости от того, что туда попало, какой шлак использовался. Ну и, соответственно, там у нас активность радиоактивности за счет природных изотопов. Ничего там такого нет. Природные изотопы урана, тория, калия 40, но тем не менее это тоже не есть хорошо. Все эти изотопы в основном распадаются путем альфа-распада, но их дочерние продукты распада также испускают гамма-кванты, и за счет этого мы можем даже нашим прибором Atom Swift и радексом, хотя радекс учитывает и бета-излучение, обнаружить их. Так что вот такие дела. Вот тоже у нас интересный момент. Смотрите, именно здесь по осени я сжигал свою березу. Вот здесь место костра. Смотрите, вот оно. Место костра, да? Кто смотрел этот ролик, помнит, как он красиво горел. И знают, для чего я это делал. Кто не смотрел, посмотрите. И вот сейчас я решил зайти сюда же и померить нашим радексом и Atom Swift показания. Какие же здесь показания? Крышечка у нас открыта. То есть радекс учитывает и гамма, и бета излучение. Вот с такого близкого расстояния меряем. Сейчас он набирает статистику. Обнаружили мы здесь 40-й калий, который является бета-излучателем в основном. Вот у нас 8 микрозивертов в час, 800 микрозивертов в час. Показывает радекс. Сейчас в другом месте его подержим. Тут я специально снег убрал, чтобы облегчить как бы прохождение бета-излучения. Здесь 7. Восемь тоже. А сейчас здесь же подержим Atom Swift. Посмотрим, что он нам покажет. Вот такая стабильная гребеночка, которая растет, да? Смотрите. То есть он тоже чувствует здесь излучение. Небольшое падение. Сейчас перенесем в другое место. Посмотрим, как здесь.
Вот он примерно стоит на одном уровне. Вот, даже до 0,06 поднялся. Если быть точнее, пик был на 69, по-моему. Нет, на 59. Здесь уже, смотрите, показания немножко ниже, но он все равно чувствует. Все равно чувствует. Пять сотых микрозивертов в час. Я считаю, очень хорошо. А если поднимем его повыше, вот на такую высоту примерно, на высоту метра. Так, на 4 сотые упал. Посмотрим, что же у нас в архиве. Вот смотрите, показательно, что как только я поднялся вместе с прибором, архив начал больше, график архива начал больше прыгать туда-сюда. А вот здесь график был примерно как бы так очень плотный, да, относительно вот этого места. То есть вот такие раздрайвы, так скажем, могут свидетельствовать о том, что у нас где-то есть источник радиоактивного излучения. А вот такие места о том, что мы были достаточно долго в одной зоне, как бы. Вот здесь мы тоже это можем видеть, смотрите. Сейчас я, потому что уже достаточно продолжительное время держу прибор на одной высоте. То есть Atom Swift явно отреагировал на обзоленную древесину, на концентрат, так скажем, калия 40-го. Нормально. Я доволен. А вот у нас, друзья, здание, остатки, вернее, здания, построенного как раз из шлакоблока. Сейчас я подойду, чтобы вы могли лучше увидеть, что это за материал такой. И заодно посмотрим, как изменяются показания наших приборов. Вот, видите? То есть это шлак такой, он спрессованный, слитый воедино. Хороший, дешевый строительный материал был раньше. Но не очень здоровый, правда. Но тогда, видимо, и не знали про это, и выбора особо не было. Так, а что же с приборами? Смотрите, сейчас я направляю радиус как раз на стену. У нас сразу пошел набор показаний. Да, данный шлакоблок не очень радиоактивен, хотя мы видим, что есть радиация. Постепенно показания растут. Если мы вплотную подвинем, то это пойдет еще быстрее. То есть вот 12 сотых микрозиверта в час при 13, при 6, 8 сотых микрозиверта в час. Как бы фоне, естественно. Но и то здесь это, как бы я бы сказал, завышенный естественный фон за счет того, что дороги как раз отсыпались этим же крошкой этого же шлакоблока. Смотрите, 14 сотых микрозиверта в час стало. Вот показания
дошли до 15-14 микрозивертов в час. А что же у нас показывает Atom Swift? Показания Atom Swift тоже видим, что выросли. 9 микрозивертов в час доходили до 10 микрозивертов в час. То есть здесь разница между показаниями становилась. Вот. Смотрите, сработал порог, выставленный у меня 15 микрозивертов в час. Но смотрите, как интересно. Он сработал не по мощности дозы, а по импульсам, по количеству импульсов. Видите, вот еще прошло количество импульсов больше установленной нормы. Это еще одно преимущество прибора Atom Swift. То есть прибор сам мощность дозы не успел посчитать, не отреагировал, но количество импульсов зафиксировал. И оно превышает допустимое, установленное пользователем, конечно. Я сам установил это количество импульсов, и мы видели, что прибор предупредил нас о их превышении. При этом Radex с порогом 15 микрозивертов в час нас не предупредил о том, что достигнут порог. Но, может быть, не было превышения, опять же, или он не успел посчитать. Пройдемся немножко, посмотрим. Так, что-то я тут словил какой-то. Так, 14 сотых. Больше не поднимается. Пройдемся вдоль здания, посмотрим, что у нас, где-то, может, что-то интересное еще найдем. Заглянем внутрь. Вот видно, что кирпичи закладывались. То есть такое ощущение, что здесь даже не шлакоблок, а сам шлак как бы заваливался в какие-то формы, может быть, цементировался, не знаю. Но блоком-то здесь не пахнет, крошка шлаковая получается. 12 микрозивертов в час. Вперемешку с кирпичами, видите. Можно внутрь зайти. Ну, сейчас посмотрим, как здесь жили люди. При каком фоне, да? То есть 10-11 микрозивертов в час это для людей был естественный фон, при котором они проводили свою жизнь, отдыхали. Да. Atom Swift нам показывает здесь, что нам здесь показывает Atom Swift. 6 микрозивертов в час. То есть по низким энергиям здесь все более-менее, да? Ну правильно, мы стоим от стен достаточно далековато. А если подойти к стене поближе, то сразу пошло предупреждение о превышении допустимого количества импульсов. И начал прыгать фон, да? 10, 9, 8 микрозивертов в час. 12. Видите, как начал расти? Это с расстояния порядка, наверное, 40-50 сантиметров от стены. На этом же расстоянии Radex нас ни о чем не предупреждает и показывает всего 9 микрозивертов в час. Такие вот дела. Даже не знаю сейчас, на что надеяться. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать наше исследование сегодняшнее. Что мог, показал.
что знал, рассказал. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Ну а мы будем, конечно, продолжать наши исследования, поэтому оставайтесь на канале, чтобы не пропустить их. Пишите свои комментарии, вопросы пишите. Они всегда помогают нам развиваться. Ну а я буду заканчивать. До новых встреч. Пока-пока.